Так, слышно меня, да? Бля, я не знаю, это иногда полтергейст, что ли. Хер пойми, что это. Короче, пилот сам по себе отключился у меня. Там кнопка стоит, кнопка включить, выключить. И она сама по себе никак не может отключиться. И она сейчас отключилась. Я хрен знает. Раз, раз. Звук-то есть. Звук я вижу. Звук норм. В общем, такая хрень случилась. У меня пилот сам по себе отключил питание. Ладно, продолжим. Бля, где, откуда, что и как. Так, мы вот здесь были. На М1 перейдем. Сняли ликвидность. Далее. Ну да, да, воровашка, бля. Хуй пойми, что это такое. Я удивился вообще. Окей, вот здесь уже у нас был захват ликвидности. Захват ликвидности. Затем мы видим то, что здесь есть уважение циста. Вот эта свеча, она показывает уважение циста. И здесь формируется у нас еще один имбаланс, то есть ордер блок. И от теста этого ордер блока мы можем попробовать зайти. Если цена покажет уважение, есть, можем попробовать открыть позицию здесь уже. Дальше. Несколько раз был тест этого уровня. Окей, неплохо. Теперь. Так. Имбаланс мы не показали, что не было уважения. И тут, куда мы должны были таргетироваться, мы забрали это. И теперь смотрите, как раз таки у нас в sell side теперь вот благодаря вот этому low сформировалась целая полка ликвидности снова. Вот этот low, вот эти лои, это все формирует полку ликвидности. И по MMXM модели я сам определил как раз таки, что вот это у нас здесь фаза оригинальной консолидации. Я и потом это скидывал как раз таки в чат в телеграм-канале. Потому что вот тут у нас прогнали MXM sell модель, и оригинальная консолидация была здесь. Я таргетировался именно на этот лоу. Если мы также поставим сюда наш take, так, короткая позиция, вход у нас был откуда? От вот этого ордер блока. Хорошо. И стоп ставим за этот swing high. Take вот сюда. 1 к 5 показывает. Ну-ка дальше. И начинается как раз таки продолжение нашей дистрибуции. Так, ланч сессия. Аккумуляция, аккумуляция. Заканчивается день. Здесь закончился у нас день. Мы не дошли до своего таргета тут. Окей, посмотрим. Прогоним дальше. Цена вот как раз пошла.
в нашу сторону. А куда я поставил? Где это оригинальная консолидация? Так, азиатская сессия. О, и как видите, цена прям тестирует 4-часовой Last FVG. Мы пришли в зону оригинальной консолидации. И отсюда вы потом можно увидеть то, что цена делает разворот. Отсюда разворачивается цена. Но зато можно было вот таким вот образом отторговать понедельник. И мы видим то, что идея, она отработала здесь как раз таки. Дальше М15. Я быстро прокручу. И вот тут это важный момент. Нужно было нам увидеть, да, в первую очередь, SMT-дивергенцию здесь. Если SMT-дивергенция сформирована была, мы видим то, что вот тут как раз-таки была SMT-дивергенция с S&P 500. Вот, есть SMT, окей. Дальше мы должны были увидеть здесь слом слом структуры. И после слома можно было бы работать в шорт, то есть в лонг. Почему в лонг? Потому что мы должны, да, вот это откатное движение было для ребалансировки рейнджа. А теперь мы пришли к ключевому уровню. Если цена пробьет, то у нас вот этот sell side является таргетом для манипуляции. А если цена отсюда развернется, то теперь таргетом для манипуляции будет high, вот этот предыдущей недели. Поэтому это самый ключевой момент, где можно было бы подождать и посмотреть, как цена будет дальше развивать движение. И тут, смотрите, это М15 же, да? Да. Вот тут мы снимаем снова, эта ликвидность снимается, значит, вот эта свеча снимает ликвидность. И для определения уровня цист я беру вот эту последнюю свечу, вот она, и смотрю, как цена будет реагировать на этот диапазон. А в качестве слома структуры я беру вот этот хай. Ну-ка, сейчас на М1 посмотрим, дадут ли нам. Да, вполне возможно брать этот хай. Так, и это будет у нас МСС диапазоном. И дальше просто наблюдаем, как цена будет реагировать на эти уровни. Значит, первый сигнал раннего слома есть. Цена пробила этот уровень, телом мы закрылись, затем показала уважение. Вот. Дальше мы продолжаем движение. Снова МСС уровень тоже был пробит, и телом закрылись выше. Значит, идея, она подтверждается наша, что дальше будет лонговое движение. Кто торговал в Азии, здесь можно было поймать движение. Как раз таки вот после слома структуры можно было бы поймать вход на младшем таймфрейме. Либо же вот здесь как раз таки вот это уровень брейкер блока. Мы видим то, что здесь вот эта свеча закрывается выше этого уровня, затем мы тестируем этот брейкер блок. Вот этот. И как раз таки от теста этого брейкер блока можно было бы зайти, поймать это движение. Дальше. Лондон. Лондонская сессия. Здесь тоже формируется, надо было обратить внимание на анализ по квартальной теории. День формируется через модель XAMD. Если XAMD, то Q2 мы пропускаем и начинаем торговлю в Q3. В Q3 мы должны увидеть манипуляцию. Если мы пропускаем Q2, вот как раз таки у нас вот здесь закончился
Q2. Вот. И вот здесь в Q3 мы должны были увидеть манипуляцию. Так, вот это мы можем убрать это все тоже. Так, в Q3. Как раз таки в нью-йоркской сессии мы должны это увидеть. Прогоняем до Нью-Йорка. Сейчас 9:30. Вот здесь 9:30 будет. Блин. Почему не ставится? Вот. Вот 9:30. На фоне новостей здесь вот эта свеча формируется. Это новостная свеча была. Что за новость здесь было, не показывает. TradingView снова тормозит. В общем, это новостная свеча была. Че он удалился? Угу. Core inflation. Так, инфляция, значит. Окей. Отчет об инфляции, и на фоне этого отчета цена ушла. Но это нас, если кто умеет торговать на новостях, то это хороший был сигнал здесь. Вот как раз нью-йоркская сессия начинается у нас. И в Нью-Йорке. Так. Вот так сделаем. Почему здесь не показывает? Ладно. И мы видим, что SMT формируется между S&P 500 и NASDAQ. Вот здесь формируется SMT-дивергенция. Ликвидность в Q2 мы зачистили уже на S&P 500 вот этим движением. Вот это движение, оно как раз здесь зачистило ликвидность. Ликвидность Q2. Вот это движение было. Нам нужно было только увидеть теперь в нью-йоркской сессии еще одну SMT-дивергенцию, еще одну. И это SMT было как раз-таки вот здесь. Вот. Когда увидели SMT, можно было бы войти в позицию на младшем таймфрейме. Снова у нас вот уровень цист. Цена закрывается телом над этим уровнем, потом мы делаем тест этого уровня, можем здесь уже войти в позицию от этого. И плюс здесь что происходит, да? Кто, если довольно-таки, как вам сказать, кто если следит за моими стримами, они знают, да, и мои студенты тоже знают, то, что вот это свеча, это свеча, новостная свеча. И обычно алгоритм охотится за ликвидностью, которая была на фоне новостей. И мы видим, что цена спустилась, как раз-таки зачистила эту новостную свечу, sell side ликвидность, и затем сформировала SMT-дивергенцию. Тут мы можем теперь войти в лонг-позицию. И куда мы можем таргетироваться? Мы видим то, что здесь это protected high, защищенный high. Ликвидность. Вот тут есть новостная ликвидность buy-side. Так, дальше. Вот это движение специально было сформировано, потому что вот этот protected high, защищенный, тут нет ликвидности. И чтобы сформировать именно в этом диапазоне ликвидность, было сформировано вот это движение. Это ложное движение. Чтобы вошли
Вот в этом движении неосведомленный трейдер в шорт, и чтобы тут накопились стопы, потому что здесь нет ликвидности. И поэтому вот это было ложное движение, можно сказать, это была отложенная доставка. Как раз таки мы пришли в диапазон, здесь rejection блок, это rejection блок на старшем таймфрейме. И отсюда развернулись, пришли, сняли ликвидность здесь и снова разворачиваемся. Поэтому теперь таргетироваться можно уже вот на этот оригинальную консолидацию. Но опять-таки лучше таргетироваться по телам, то есть на тела свечей, если вы хотите, чтобы ваш таргет отработал. Либо чуть ниже. Либо вообще беспроигрышно будет сессионная ликвидность. Вот это сессионная ликвидность, потому что здесь все равно это NVOG, New Week Opening Gap. Сюда поставим. Так. Длинная позиция. От теста циста, если бы выполнили бы вход, вот, со стопом ниже, как надо делать анализ? Просто делите вот эту свечу на премиум дискаунт и ставите стоп за эквилибриум. Так, take profit. Вот как раз ликвидность азиатской сессии. 1 к 7 есть. Нормально, да? Нормально. Окей, ну-ка. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-парам-пам. Смотрите, вот здесь тоже интересный момент. Цена снова вернулась именно на диапазон циста. Повторно сделала тест и потом улетела уже. Ланч-сессия. Все, приплыли. Почему приплыли? Потому что здесь вот это защищенный хай, поэтому он не дал. Видите, была попытка пробоя, но так как этот хай тоже protected хай, он защищал ликвидность, мы пришли, как раз таки от этого диапазона цена развернулась, чтобы еще больше здесь накопились стопы. Итак, день у нас уже закрылся, но у нас уже есть тут картина, да, вырисовывается прям MXM модель, четкая MXM модель. Так, на M15 сразу посмотрим. Окей, и как я здесь делал анализ? Сразу для своих студентов дам инсайт. Я тут работал через инструмент Measuring Gap, чтобы определить, где лежит точная, да, чистая ликвидность. Вот как раз таки вот первый уровень это Take Profit 1 и второй уровень, вот он. Значит, цена должна прийти именно к этому уровню. Я отодвигаю свой Take чуть выше. Вот сюда. И ставлю сюда Take Profit. Дальше смотрю, как цена будет формироваться новый день. Открывается новый день, сразу импульсом мы идем и сняли после Q1. Вот здесь у нас Q1 сформировался, и здесь Q2 формируется. Тейк есть. Лондонская сессия начинается, и в Лондоне мы видим то, что тут сформировался сначала SMT, сформировано было. Сейчас я включу. SMT было между... Так. Что не показывает здесь? Так, хорошо. Попробуем через наш индикатор. Упля. Так, масли нам не нужно. Выкли можно оставить. Включить SMT дивергенцию.
Так, отключаем 90-минутные. Так, это нам не нужно. Ежеквартально не нужно, ежегодно не нужно, ежемесячно тоже не нужно, еженедельно, ежедневно. Окей. Окей, мы видим, вот здесь у нас формируется SMT, как раз таки. Да, это можем увидеть. Та-да-да-та-да-тан-тан-тан. Вот. Это S&P 500. Ну-ка, а Dow Jones? Dow Jones еще внизу. И этот еще не сформировали SMT. SMT только по отношению к сессии, азиатской сессии есть. Хорошо. Но здесь у нас уже слом дают, да? Вот МСС. Это отработка была. Так, вот здесь есть цист. И плюс тут же есть МСС. Слом структуры. Вот. И есть displacement candle. Спасибо. Это на М15. Если на М5 спустимся, здесь прям явно будет вот как раз таки вот серия displacement candle. Я говорил то, что в лондонской сессии они чисто формируются, и торговать в Лондоне проще всего вот именно благодаря этим displacement candle. Вот формируются displacement candle, и что делает цена? Тестирует как раз таки FVG. Если мы разделим вот этот диапазон на премиум и дискаунт, то цена как раз таки этот FVG будет должен находиться в премиуме. Вот. Видите, в премиум. Цена вернулась, протестировала премиум. Так сделаем, чтобы было точно. И отсюда начинается движение в шорт. Так. Но это здесь хоть на NASDAQ показывает модель AMDX, надо смотреть на соседний. Мы видим то, что здесь продолжение идет, и модель формируется здесь с большой вероятностью по XAMD. Есть daily. Как раз таки X, AMD. И мы должны увидеть теперь манипуляцию в Нью-Йорке. В Нью-Йорке. Так, 9 часов. Вот как раз цена опять возвращается. Для 5-минутного таймфрейма ЦИС у нас вот он, вот здесь. Здесь время 8:55. Давайте докрутим до 9:30. Блин, куда ты бежал? Тут на S&P 500 будто бы seek and destroy профиль формируется, да? Мы сначала сняли buy side, потом sell side. Вот здесь была попытка. Затем сняли обе стороны лондонской сессии. И вот сейчас сняли уже вот buy side Лондона. Бам. Так, здесь Нью-Йорк открылся 9:30. Вторая свеча. И у нас формируется SMT дивергенция. Displacement candle. Order блок, который должен потом быть respected
а как раз таки на M1 у нас вот displacement candle в виде одной свечи, формируется FVG внутри этого displacement candle, и мы тестируем этот displacement candle. Вот. Так, есть тест этого. Есть ли здесь? Так, на M3. Ага, на M3 у нас вот здесь формируется этот. Окей, дальше посмотрим. Вот сформировался здесь FVG, и я поставлю как раз таки лимитку, что цена, если вернется, чтобы поймать это движение в шорт. Поля. Цена ушла без нас. Фак. Но вот тут, сейчас, если я все это лишнее удалю, вот здесь, ребята, была явная подсказка по PO3 концепции. Вот здесь была аккумуляция. Угу. Аккумуляция. Затем манипуляционное движение. Вот тут было манипуляция. И дистрибуция. Вот это все движение было, мы поймали со студентами. Мы вот заранее здесь зашли. Почему? Потом сейчас я объясню вам. Когда все это сформируется, вот это движение тоже можно было поймать. Так, это М3 на М1. Вот этот момент. Тест на М1 был бы отличный вход вот здесь, от теста этого имбаланса. И затем снова вернулись. Окей, дальше пройдем. Так, на М15 быстренько. Быстренько. Вот тут уже, смотрите, нам дали, здесь уже формирует подтверждение слома, аккумуляция, манипуляция, вот это уже подтверждается слом, и значит, мы работаем теперь с рейнджом с левой стороны. Вот это MXM модель, кривая. Вот тут на прошлом уроке я тоже показывал, да, то, что вот здесь у нас, видите, первая фаза аккумуляции и дистрибуции. Вот. И обычно что делает цена? Обычно, когда она снимает вот эту ликвидность, она обратно возвращается вовнутрь рейнджа. И вот тут можно будет поймать хорошее движение. То есть хороший вход в шорт. Я еще раз могу повторить, показать это, что это не чисто придуманная концепция мною, а это часть ICT модели. То есть ICT концепции. Вот это. Видите? Вот, реаккумуляция. Цена, когда спускается в шорт, вот реаккумуляция, редистрибуция. Первая, вторая фаза. Цена сначала снимает sell side, потом возвращается. Вот так и формируются фазы редистрибуции и реаккумуляции. И мы можем здесь увидеть, вот как раз цена возвращается. И вот это уже, это отложенная доставка. Почему? Потому что цена здесь, так, сейчас, пришла в диапазон rejection блока вот этого. От 4-часового rejection блока. Это отложенная доставка. Почему, я объясню уже вот как раз-таки в дополнительном уроке по MXM модели. И вот здесь входить сразу будет опасно. Поэтому здесь не входим. Формируется, так, это уже четверг.
И мы видим то, что вот эта аккумуляция Q1. А куда у нас наш индикатор делся? Бля. Я его нечаянно удалил. Либо он грузится так долго. А, вот. Вот. Что ты не отображаешься, дружон? Странно. Так, 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 так. Я удалил его нечаянно. А что он тогда здесь тусуется без моего ведома? А, бля. Хорошо, сейчас минутку, ребят. Я восстановлю его. А, вот появился, блин, когда я вызвал другого после пожара. Окей, и вот здесь как раз-таки можно было здесь отработать на основе дополнительного урока по квартальной теории. Вот тут. Спросите, почему? Вот я разделяю Q1 дальше. Видите вот это движение? Вот это движение, это признак отложенной доставки. Мы сняли ликвидность, мы пришли в диапазон баланса, сняли и вошли обратно. Вот тут можно входить в шорт и смело целиться на этот лоу. Почему? Потому что вот это откатное движение было отложенной доставкой. Отложенной доставкой вот этого движения. Здесь цена шла в шорт, поставили паузу, это движение, сделали отложку, но истинной целью шортов, да, первоначально будет этот лоу. Дальше цена может дальше еще уходить, но первый таргет, вот это точно он будет уже захвачен. Поэтому здесь можно было смело таргетироваться отсюда уже, зная принцип отложенной доставки. Стоп за этот хай уже, и стоп, и тейк сюда. И мы видим, вот, бам, отработали. Видите? Все повторяется каждую неделю. Кто смотрит стримы, я это показываю уже на протяжении, по-моему, 3-4 недель. Одно и то же повторяется. Все только нужно понимать, нужно уметь распознавать это. Нужно уметь распознавать признаки, сигналы. А все остальное потом уже дело нажатия по кнопке buy либо sell. И вот тут, что мы можем теперь здесь подтвердить? Да? Наша первая идея, значит, предыдущая неделя, если была аккумуляцией, мы должны были увидеть захват либо buy side ликвидности, либо sell side ликвидности. Да? Вот это buy side ликвидность. Вот. И sell side ликвидность. Sell side ликвидность. Что мы увидели в итоге? Цена пришла. Согласен, что здесь не было такого прям такого эпического захвата ликвидности, но если смотреть чисто с технической стороны, вот buy side предыдущей недели был вот тут, как раз таки в лондонской сессии, зачищен. Я, конечно, ожидал более глубокого отката, но что есть, то есть.
Что нам нарисовали, мы от этого и будем отталкиваться, и должны отталкиваться. Мы не торгуем по нашим хотелкам. Надо торговать потому, что рисует тебе маркетмейкер. И вот, пожалуйста, есть захват? Есть. Зачистили? Зачистили. Так, на S&P 500. На S&P 500 мы сделали еще чуть-чуть даже глубже. Прям здесь явно видно вот хай предыдущей недели, и вот здесь была более глубокая зачистка. Вот хай предыдущей недели. Previous week high. Вот ПВХ. Но сформировали как раз-таки здесь Hayden SMT. Hayden SMT было сформировано, тоже признак. И теперь, а, зная, что buy-side ликвидность была зачищена, и это была манипуляцией, а дистрибуция, значит, куда направлена? Она направлена в sell, да? Манипуляция, что она делает? Если она берет одну сторону, то вторая часть манипуляции точно проходит по уже противоположной стороне аккумуляции, зная тоже это по концепции PO3, Power of Three. Да? На самом деле, вот это PO3, это является одним, это первый блок внутри моего менторшипа, да? И многие студенты, когда изучают именно вот этот первый блок, только первый блок из курса, то благодаря вот этому, только вот этой концепции можно уже делать нормальную прибыль. Вот эта концепция, если ты его полностью от А до Я изучил, все нюансы, как надо работать, то, зная только вот эту концепцию, одну, ПО3, можно торговать в прибыль и понимать движение рынка. Многие студенты, когда уже проходят обучение, и то есть только-только присоединяются, начинают изучать курс, то многие из них сразу пишут отзыв мне. Когда только вот пришли, начали изучать ПО3, как надо правильно, да, по всем этапам, когда проходят, понимают тонкости, куда надо обращать внимание, что надо учитывать. Когда это все понимание приходит, они пишут сразу отзыв. Блин, по этой одной концепции уже можно делать, а я уже даже не могу представить, что дальше меня ожидает. А там еще 10 блоков тоже таких же глубоких, и все эти 10 блоков, они раскрывают более детально, более глубже все ценовое движение. И вот тут вот, пожалуйста, тоже PO3, да, только на старшем таймфрейме сняли buy side, теперь охота будет на sell side, вот эту сторону. Зная эти моменты, снова вот тут я могу, что сказать, аккумуляция у нас была вот здесь, вот, аккумуляционная фаза. Так, давайте я это все удалю, чтобы было чище. Вот. Q2 была аккумуляцией. Вот она. Но это аккумуляция необычная аккумуляция. Это не классическая аккумуляция. Но она тоже считается аккумуляцией. И вот как раз вот аккумуляция. Мы сняли теперь тут вот манипуляция была над этим уровнем. И как раз манипуляция происходит над Weekly Open. Чисто это классический ICT. Если кто-то изучал реально глубоко, то вы, наверное, встречали именно в этих уроках, когда как надо торговать относительно открытий недели, либо открытий дня. Эти уровни, они служат якорем для манипуляции. И манипуляция должна происходить именно относительно открытий недели внутри недельного цикла. Если торгуете внутри дня, то манипуляция должна происходить относительно открытия дня. И мы видим, что здесь манипуляция как раз-таки над уровнем открытия недели. Вот это открытие. И значит, это и есть истинная манипуляция. А это аккумуляция. И мы сняли только уже
снова, почему говорят, что цена фрактальна, да? Вот здесь снова buy-side ликвидность. Бам. То, что я отмечал здесь, на старшем таймфрейме, в недельном цикле, теперь вот тут формируется внутри недели то же самое. Вот buy-side ликвидность и sell-side ликвидность. Сняли buy-side, потом начали охоту на sell-side. Но это фрактально на младшем таймфрейме. А глобально мы теперь должны зачистить вот эту ликвидность. И зная, что здесь, значит, была вот тут аккумуляция, здесь была манипуляция, так, то после манипуляции какая фаза идет? Дистрибуция. Дистрибуция. А как торговать внутри дистрибуции, я это тоже объяснял внутри своего курса. Там тоже есть свои тонкости. И торговать внутри дистрибуции это проще всего. И когда цена входит в фазу дистрибуции, то она будет без особых глубоких откатов двигаться в направлении ликвидности. И мы можем увидеть как раз-таки, что это и произошло в четверг. Вот. Это уже пятница, да. В пятницу мы пришли в эту зону. И пятница у нас был уже классический ТГИФ день. ТГИФ. Кто знает ТГИФ профиль, то здесь можно было бы, да, предполагать. Почему? Потому что вот у нас мы находимся со среды внутри фазы дистрибуции. Цена расширялась в одном направлении без особо глубоких откатов. И в среду мы могли бы уже, да, предполагать, что вероятно. Почему это так? Где день? Вот неделя. Вот так. Вот у нас недельная свеча. Вот она. И как раз-таки в пятницу в нью-йоркской сессии чаще всего происходит ТГИФ, если цена расширялась без особых откатных движений. Мы видим, что полка ликвидности здесь сформирована. И для ТГИФ тоже есть свои условия. Если вы знаете, можно его торговать очень просто. И внутри моего менторшипа как раз-таки тоже раскрывается эта тема очень детально и глубоко. Как надо торговать, куда надо таргетироваться, на что надо обращать внимание. И как раз мы можем увидеть вот 0,4, и отсюда цена отталкивается вниз. Дальше уже можно не ожидать глубокого движения. А кто проходит Weekly Profiles у меня в курсе, вот вам еще одна наглядная отработка ТГИФ профиля. Вот как раз в уроке Weekly Profiles. Вот эта тема. Таким образом, эта неделя была у нас как раз таки отработана. И мы можем видеть, как цена работала через MMXM модели. Вот MMXM здесь была. Так, оригинальная консолидация. Цена сначала сделала SMR-фазу, сформировала. Вот тут. Здесь было подтверждение. Пришли, сняли sell side. Так, давайте я отмечу. Так. Вот. Сняли sell side, затем снова вернулись. Вот тут уже отложенная доставка у нас. Отложенная доставка. И зная эту концепцию, что это отложка, можно было вот тут уже ожидать шарты, целиться прямо в первую очередь вот этот лоу, во вторую очередь лоу предыдущей недели. Вот он. Вот. Отработали, и здесь можно было просто ожидать, как будет формироваться.
что, как будет вообще дальше всё формироваться. А, Перейдем к сделкам студентов. Эта неделя очень такая плодотворная была. Много трейдеров, почти каждый день торговали ребята. Так, вот, начинается отсюда. О. Начинает неделю Шривант с понедельника. Он уже входил вот тут, в нью-йоркской сессии, да, это? Да, в Нью-Йорке это было. Вот 9 часов. И он предполагает здесь уже, что будет шортовое движение, шорт. Поцелиться вот сюда, первая лимитка, вторая. Так, и здесь вот, пожалуйста, отработка. Вот. Здесь закрывается первый тейк, второй тейк. И третий здесь уже по БУ выходит. Вот это шортовое движение в Нью-Йорке в понедельник. Он вот это поймал это движение. Он в понедельник, он еще заранее прогноз давал, и прогноз он был точный. Так, это вот мой анализ, как раз я так делал. Вот. Второй Q2 был у меня аккумуляцией, и Q3 был манипуляцией. Манипуляцию сделали на S&P 500, на NASDAQ сделали фейл. Как раз таки вот это мой отчет. Здесь я зашел в шорт, я таргетировался 29,184. Так, вот это было анализ на графике. Вторник. Так. Шорт в шортовом направлении. Так. SMT дивергенция. Сначала в лонг был, фейл произошел, а потом здесь уже тоже поймал лонг, но вот здесь уже шорты пошли. XAMD, New York Reversal. Так. Это моя сделка. Как раз таки то, что я открывал, во вторник закрылось. Вот здесь. Как раз в азиатской сессии, когда цена сделала глубокий откат. Вот. Отработка, вот она. Это Ирина. Тоже отличный вход. Зашла, и цена вообще потом не делала никаких откатов. То есть стоп даже не ты как бы не грозили стопу вообще. И вот, вот эту всю low resistance ликвидность сняли. Так, Ирина потом поймала и на новостях тоже. Как раз таки, когда новости вышли, бам, выстрелила. И она поймала это движение. Вот отчет. Это вход, стоп-лосс, тейк. Здесь уже в шорт. Это работал Пратик. Тоже отличный молодец. Он в этой неделе тоже много торговал. Хорошие сделки. Отличный анализ. Молодец просто. Первый уровень как раз-таки целится на эквилибриум. Молодец. То, что я торгую, повторяю. Вот его отчет. Вход-выход. Молодец. Хорошая сделка. Так, среда. Ирина тоже снова ловит в среду. Было сначала лонговое движение, да, в Азии. Вот это движение было, это на NASDAQ, да. Целилась на новостной хай, но у цены не было силы, приняла решение закрыть и выше и выйти. Вот здесь надо было дожидаться.
цена пошла бы туда, но лучше без убытка выйти, чем рисковать своим капиталом. Здесь снова Шривант делает анализ. Вот тут входит в шорт, вот его позиции. Новостная свеча как раз вот Data Low отмечает, а здесь уже Equal Lows. И мы видим как раз-таки новостную свечу мы забрали, до Equal Lows не дошли, здесь он закрылся уже без убытка. Частично вот тут основную позицию закрыл, здесь уже оставшуюся малую позицию без убытка. Вот это прям правильная работа с риск-менеджментом. Вот как он работает, вообще молодец, это похвально. Открывать, допустим, если здесь он открыл просто, допустим, 3 лота, либо 2, цена пришла, основной таргет у тебя вот этот. Вот здесь ты должен уже закрыть большую часть своей сделки. Здесь 2 лота закрываешь, 1 оставляешь. И потом передвигаешь, как только цена начала двигаться в твоем направлении, на безубыток, чтобы в случае чего ты не потерял свои деньги, а вышел с плюсом. И вот как раз-таки здесь это происходит. Так, да, здесь. Здесь он поймал лонги. Да, как работает нью-йоркская сессия. И после SMT дивергенции он входит вот тут. Это М15. Ну, лучше видно на младшем таймфрейме, конечно же. Первый таргет сюда, второй уже вот сюда. И видим, что все знают, как это работало. Это снова Ирина, ее отработка. Зашли. Чуть-чуть оставалось до стопа. Тут цена, когда оставалось чуть-чуть, цена не дошла и развернулась. Она про это говорит. Это Женя. Отмечает, был стоп-хант, как раз-таки в лондонской сессии это было. Затем FEG, Mitigation блок. И вход от этого блока. цист ниже, все подтверждено, и вот отработка. Так, снова пратик. Тоже отмечает SMT, дивергенцию, потом слом структуры. И от ордер блока ловит вход. Молодец. Вот это по order flow называется. И таргетируется вот на равный lay equal lows. Вот пошла сделка его сторону. Это отчет от его MetaTrader, от его платформы. Это затем после уже Серхио тоже поймал sell, take profit сюда. Видите, то, что большинство таргетируется почти на один и тот же уровень, потому что знает, как таргетироваться. Take profit 1, take profit 2. Так, это моя сделка. Как раз таки вот разворот в Нью-Йорке поймал. И вот отработка. Так, это Евгения. Ее отработка вот. Так, это Александр. Тоже вот здесь поймал, вошел в шорты, отметил все. И все таргетируются одинаково. Молодцы. Хорошо. О, Карадо. Вообще ювелирные сделки, да? Момент входа на 5-минутном таймфрейме. Вот здесь зашел и вышел здесь. Прям отлично. Красиво. Александр. Он еще здесь держит позицию. Так, Женя. Как показывает, что цена идет в этом направлении. Так, мы это. Так.
шорты поймали, и лонги здесь он показан. На S&P 500 была SMT дивергенция, вот. И после SMT дивергенции было подтверждение войти в шорт до 4-часового BPR таргет. А вообще основной таргет еще ниже, вот. Хорошо, хорошо. Пратик, вот. То, что отмечал, и Куйлоус, цена дошла до этого, вот. Мы выше смотрели его анализ, и он там отмечал самый нижний, последний таргет, это equal lows. Как раз цена сюда дошла. Это отчет Александра от его сделок. Это Архан. Он после долгой паузы, как раз таки его первый трейд. Так, это его отчет. На sell $503. Отлично. Шривант тоже поймал вот это все движение, как раз таки во второй take profit. И здесь без убытки вышел. Здесь уже детально показывает, как он здесь сопровождал. Low Азии, Equal Lows были сняты. Вообще молодцы. Снова отчет Александра, его позиции. Хорош. Хорош. Четверг. Снова Архан. Это лондонская сессия, по-моему. Да, Лондон дал хлеб. В Лондоне заработал уже 970. Молодец. Затем здесь Роман. Тоже поймал это расширение в шорт. Как раз таки дистрибуцию поймали, ребята. Вот его сделка. Sell. И вот тут take. Вообще красиво. Цена даже не делала откатного движения. Просто в одну сторону движение было. Это Шриванс тоже снова. Трендовая ликвидность таргетируется сюда, потом на уровень 2-2,5 по STDV. И мы видим то, что вот все это отработало в итоге. Так, так, это моя сделка. Вот. Аккумуляция, манипуляция была и дистрибуция. То, что я вам объяснил сейчас недавно на графике. Так, пратик. Снова красиво, правильно все отмечает. МСС, FEG и вход от FEG на Хайден SMT было подтверждением. Вот его сделка. Так, это здесь первая моя сделка, потом, вот смотрите, здесь вошел, таргет был low launch сессии. Это первый take profit. Второй take profit вот сюда я таргетировался. Цена дошла, закрыл позицию, дождался открытия нью-йоркской сессии, зашел в Нью-Йорке, в sell, take profit на вот этот уровень 29,096. И вот здесь тоже отработали. Отработали. Так. Затем таргет был вот этот терминус. Снова, после того, как второй take profit отработал, цена сделала откатное движение, на откате снова зашел. Вот сюда, вот отсюда. И take profit на уровень терминуса. Третий take profit. И вот так отработал вот это все расширение. Вот отчет от MetaTrader. Take profit здесь стоит. Вошел тут. Женя, у нее тоже такой же вход был. Почти одинаковый у нас получился. И вот отработка. Роман снова тоже поймал это расширение в шорт. Вот его позиции прикрыл с этот объем. А это Александр, его отчеты. Вообще, я даже не знаю, сколько ты тут заработал в общем итоге. Молодец. Так, sell. Снова Шривант. Take Profit 3 отработано. И последняя позиция Take Profit 4, TP4 тоже. Недельные Rejection Block CE
Он сюда целился. Так, а это я показал уже. Так, и пятница. В пятницу я не торговал, но торговали ребята. Движение в пятницу тоже поймали. Вот, sell, sell, sell. И здесь без убыток. Александр тоже торговал здесь. Вот, 514 баксов. Он уже здесь работал по ТГИФу. А, нет, это другой. Это Андреас. Это Андреас. Сори. Так. Таргетировался в этот сюда. Но мы знаем, что цена не дошла хотя до туда, да? Или подожди, это на NASDAQ. И это пятница. А, да, вот как раз ТГИФ. Это и есть ТГИФ. Вот первый диапазон он достиг, до второго цена не дошла. Этот момент как раз можно было подкорректировать через ТГИФ модель торговли. Вот Александр, его анализы. SMT с Dow Jones. Вот, делает анализ по квартальной теории. А вот его отчет. Вот как формируется его депозит, его счет, как все растет. И вот, пожалуйста, его прогноз, то, что он говорил, вот здесь будет манипуляция, затем цена будет двигаться выше, отсюда потом в sell. Все так и отработал у него, он поймал это движение, вот его сделки. Это Андреас. Он говорит так. Manage to squeeze in one more trade. Он до этого писал то, что все, он торговал, но потом решился зайти еще тут в шорты и поймал вот это движение. Как раз по MXM модели. Corrado. Вот тут его он зашел и take profit. Вот, пожалуйста, take profit. На 5-минутном таймфрейме. Поймал пик и вышел на минимуме. Хорош. Так. Женя забрала 50 пунктов за 3 минуты. Даурен. Его, это здесь анализ. Делает анализ, а вот тут уже отработка. Вот, пожалуйста. Молодцы, молодцы. Я же говорю, в этой неделе много-много, почти все торговали, очень плотно торговали, и неделя была очень читаемой, да, по price action. Вот здесь отмечает, что здесь low resistance ликвидность формируется, и эту ликвидность, скорее всего, цена заберет одним движением, и вот он здесь входит, анализ делает, отработка. Вот вход, таргетируется, как он. О, молодец. Александр. Здесь поймал откатное движение, как раз в шорт. Вот здесь уже нормально, 877 баксов на одной сделке. Это Серджио. Он поймал, так, это сейчас 4-часовой таймфрейм, ребята, это 4-часовой. Он поймал вот это все недельное движение. Это ASOC модель. Когда торгуешь расширение недели, как раз таки он открыл здесь шорты, здесь чисто, вот тут закрылся, потом тут снова открыл и закрылся уже здесь в пятницу. И это получается он поймал почти все вот это движение, расширение. Шриванс. Вот. Тоже поймал лонги. Сначала, помните, анализ показывал вам предыдущий, до анализа его, вот он. Вот. Делает прогноз, и отработка его прям просто бомбическая. Молодцы, ребята. Таким образом, все торговали. Так, что я еще хотел показать? Хотел показать то, что да, М15.
Все было, возможно было читать через STDV. Здесь можно было читать по STDV. Да, допустим, вот это sell, вот это движение в sell, вот high, я беру отсюда STDV тяну, и как раз таки 2-2,5 диапазон, вот он, 2-2,5, то цена отсюда как раз таки разворачивается, да. Затем снова отсюда делаю swing low, swing high, MSS где был. И снова 2-2,5 диапазон, цена разворачивается. Дальше. Тут. Так, можем вот так сделать. Вот. Swing high, swing low. Вот. 2-2,5 диапазона. Цена делает одно откатное движение. После этого движения снова начинаю измерять и тут цена уже делает, потому что в фазе дистрибуции, вот, и фаза дистрибуции как раз-таки до терминуса в лондонской сессии мы дошли. Вот она. А это уже была манипуляцией. Таким образом можно запросто читать, да, ценовое движение, дистанцию. Окей, теперь прогноз на следующую неделю. Никаких новостей нет у нас. Никаких новостей у нас на следующей неделе нету. И учитывая, что это манипуляция, если это неделя манипуляций, то мы можем увидеть еще глубже, что цена еще глубже откатит. Вообще основной таргет, вот он. Сейчас. Вот, самый ближайший. После снятия этого цена, скорее всего, сделает откатное движение, чтобы сбалансировать уже вот этот рейндж у нас. Вот он. Не отмечается. Все, завис. Приехали. Вот у нас этот рейндж. Если мы разделим его после на премиум и дискаунт, то опа. Вот как раз до эквилибриума мы создали ликвидность еще одну. На начало следующей недели у нас рабочим рейнджом будет как раз таки вот этот рейндж. Посмотрим, как цена будет двигаться внутри него теперь. Нет никаких новостей, поэтому особо ориентироваться на манипуляцию недели не на что. Будем смотреть, как будет формироваться неделя и дни. Будем отталкиваться именно от них. На этом все, ребята. Так, кто написал мне в личку, первые 5 человек, им скину, дам доступ на тест индикатора. Только единственная просьба, ребята, кому будет дан доступ, пожалуйста, плотно поработайте с этим индикатором и пишите все свои, то есть все минусы, то, что вы найдете здесь. Пожалуйста, записывайте и мне скиньте, чтобы я это все доработал и довел до своего идеала. Это специально для этого и даю доступ на этот индикатор. Доступ будет в течение 2 недель. У вас будет доступ к этому индикатору. Вот в течение 2 недель можете полностью изучить, посмотреть, что и как. И потом дать свои отзывы. Затем я еще раз, если будет много ошибок, много минусов, доработаю. И потом уже сделаю по подписке доступ. Потому что индикатор действительно очень хороший, он показывает много информации. Это облегчает вашу работу при работе со старшими таймфреймами, со младшими тоже. Поэтому, тем более, я потратил на создание этого индикатора свое время, средства, финансы. Поэтому будет символическая оплата. Я не буду требовать много денег от вас. Просто чисто символическая, чтобы на чай, на кофе, как говорится. На этом все, ребята. Спасибо всем
за внимание. Ставьте лайки, пишите комменты. А, Если будут вопросы, если возникают вопросы, пишите в личку. Кто хочет приобрести курс, тоже можете писать за подробной информацией мне в Телеграм, в личку. Отвечу всем. На этом все, ребята. Всего доброго. Пока-пока. Хороших выходных всем.